Всем привет! Мы продолжаем играть в XCOM. У нас уже третья серия. Прошлая миссия у нас вышла очень неудачная. Ну как очень, мы ее провалили, но хотя бы мы не получили ранений и не повысили ни бдительность, ни силу Адвента. Это уже как бы неплохо, да? Хоть и у нас и не получилось выполнить миссию. Давайте ждем вторую миссию. Да, эта серия, наверное, будет быстрая, потому что здесь, по сути, одна миссия. 100%. Меньше мы уже не снизим. 7-9 это минимальное количество противников. Снабжение. Отряд у нас здесь побольше, 6 человек, а не 4. Шансы есть. Погнали. Эта миссия, надеюсь, будет у нас успешная. Напоминаю, если кто-то хочет попасть в отряд, вы просто пишите никнейм или имя персонажа, которого вы заметили при просмотре, и пишите ваш никнейм. Я просто поменяю местами искусственно созданного какого-то персонажа, там, условно Бэтмена, на вас. И будете вы у нас бегать с крутым скином и ником, и будете смотреть за вашими успехами в XCOM. Так будет интереснее. Так, миссия стартует. У нас здесь 3 опытных бойца и 3 новичка. По-моему, посредственных новичка. Враг близко. Нормально, если что, можно уйти. И у нас целых 12 ходов есть. У нас нет такого жесткого ограничения по времени, как в прошлой миссии. Нам нужно зачистить всю карту, забрать трупов по возможности и забрать вот эти ящики. Давайте пока не будем сильно выбегать. Да, ну врагов не видно. Пока просто сближаемся. Снайпера я бы, наверное... ну смотрите, видим кого-то. Снайпера я бы вот поставил сюда. Тут, видите, лестница есть. Хорошее место. Давайте ее подведем. Так, подождите, у меня 2 набора, что ли? У тебя набор? Нет, у меня 1 набор. Максимум 3 трупа мы сможем забрать. Окей, ну как-то так, пока подходим. Да ладно, у меня не было скрытности. Вот это фейл. Вот это фейл. Я что-то вообще не обратил внимания, что у меня нет скрытности. Ой-ой-ой. Чувствую, старт у меня будет очень тяжелый в этом трое. Все максимально плохо. Мимо пока везет. Но боюсь, ненадолго мне так будет вести. Часовые очень меткие, ребята. Что у нас еще и фланг, скажи? Нет фланга, но... Ой, ну слава богу, пока... Я вообще не обратил внимания, что у меня нет маскировки. У меня у ниндзя маскировка, и я почему-то, ходя им, был спокоен, что у меня у всех она есть. Господи, вот это васянство. Так, 2,4. По идее мы гарантированно должны вот так попасть. Давайте. Да, попали. Добыча уничтожена. Ну да ладно. Тут у нас что? Нам надо как-то вот этот овер снять. Кто у нас тут есть? У нас есть вот такая граната. Нам бы... Да, давай вот так. Вот это опытный стример. Ну вы сами видите. Сами видите, в общем, как я играю. Васян полный. Давайте метку поставим, раз мы тут ничего больше сделать не можем. Ну, игра нас простила, слава богу. Ниндзя не будем раскрываться лишний раз. Просто постреляем, кем можем. Отлично. Первых 3 забрали, осталось еще, возможно, 6, возможно, меньше.
И побежали Ниди. Посмотрим. У него-то есть маскировка. Но видите, это возможно из-за того, что я особо много не стримил, не делал записей. У меня нет такого опыта. Поэтому я немножко невнимателен. Они здесь сразу, причем они, видите, сидят. По-моему, их все вот эти взрывы немножко смутили. Они, наверное, побегут посмотреть, что здесь происходит. И нам их надо в этот момент поймать на овер. Поэтому ставим овер. А здесь тебя, скорее всего, и так не обнаружат. Ну давай, сидим в овере. Смотрим. Они не двигаются, они не хотят суетиться, да? Я, конечно, тоже не сильно-то хочу кипишить, но давайте снайпером. Давайте, наверное, инициируем сами и посмотрим, к чему это приведет. -1. Так, они все равно, смотрите, как-то себя пассивно ведут. А так? И так они не хотят суетиться. Надо же, какие ребята. Какие вы странные ребята. А ближе подойти. Может быть, мы еще и гранату можем сюда кинуть? Да, но не хочется вылазить из маскировки. Он довольно в таком уязвимом положении. А вот так мы увидим кого-нибудь? Тоже не видим. Ну окей, мы тогда всеми встанем на овер и посмотрим, как они будут выбегать. Может быть, это даже к лучшему. Овер. Мне не очень нравится, как ты стоишь, конечно, здесь. Ну давай тоже овер, мало ли тебя спалят. Может быть, ты даже выстрелишь. Ждем, в общем. Там сектоид был точный, тут еще. Сектоид. Ой, как хорошо. Так. И кто там еще? Видимо, солдат был. О, еще здесь, смотрите. Ага, вот о чем, чего я и боялся. Он спалился. Так, а где сектоид? Он где-то здесь же был. Странно. Там еще пак, да? Мы знаем об этом. Пока у нас здесь есть ниндзя, туда бы гранату закинуть, на самом деле. Может быть, другой дотянется гранатой? Нет. Так, а здесь что? Флангов не выписывается, да? Мне нравится идея с гранатой. Все равно мы их спулим, если сейчас начнем здесь подходить. Я бы ниндзю, наверное, на гранату не оставил. Давайте попробуем. Да, вот мы их не видим. Так вот их можем взбудоражить немножко. Да, неплохо так взбудоражили. И они, смотрите, все равно себя как-то ведут. Очень странно они себя ведут. Снайпер у нас кого-нибудь видит? 56. Нет, это маловато. А вот так. Вот, и мы их спалили. Они засуетились. Окей, ниндзя еще у нас может перестроиться. 56. Ну, такие все шансы, конечно. Кандидаты под Грену, на самом деле, 2. Но Грена что-то у нас не долетает. И, видимо, не долетит, да, никакая Грена туда. Тут, помним, где-то сектоид был. Тоже не хочется подставляться под него. Стэтхэм. Да, не очень такая позиция. Везде одни полукаверы. Если мы встанем сюда, нас могут флангануть. Наверное, вот этот парень, да? Кого-то мы подавим. В моей сборке у разрушителей есть подавление по дефолту. Логика очень простая. В оригинале в ЛВ у разрушителей в ветке прокачки было подавление. Это был совершенно бесполезный скилл, который вообще никто и никогда не брал. Это абсолютно было бессмысленно. Я решил его дать им просто по дефолту, чтобы на случай, если разрушитель потратит все свои заряды, ракет, огнеметов, у него было, ну, хоть что-то, чем он может быть полезен. Ну и плюс, как видите, в начале игры это может быть даже полезно. Мы, наверное, этого парня подавим. А вот с этими двумя посмотрим, что делать. Тут мы можем одного точно Грена убить. Ну, не убить, хотя бы покоцать. Давай. Да, покоцали. Даже хорошо, что не убили, вдруг лут там есть.
А здесь немножко ближе. Смотрим, светошум у нас дотянется, нет? На одного. Ну, думаю, даже на одного нормально. Глушим. 40. Вот этого пытаемся убить. Мимо. Ну, это ожидаемо. Так, и остался у нас кто? Ниндзя. Ниндзя, в принципе, позиция ничего так. Его разве что сектоид может флангануть. Но другие позиции хуже. Наверное, оставлю его здесь. Вот этот вот стиле можно немножко попробовать пострелять. Вот этого все-таки убить мне хочется. Ну-ка давай. Мимо, да. Угу. Ну и здесь, как думали, мы будем подавлять. Да, итого у нас оглушенный, подавленный и очень-очень битый. Надеемся, что они не сделают ничего страшного. Да, этот сел. Тут у нас что? Мимо. Он очень битый, видите, из-за красного тумана. Тут тоже сел. И у нас какой-то странный сектоид. Он вообще какой-то странный. Вы же видели сектоида? Я его видел. Где он? Может быть, я его убил? А, я его убил. Вот это Васян. Я его убил. Окей. Так, здесь 2. Это прям на Грену, по-моему, опять. Ну, давайте подойдем. Грены нет. Можем пострелять. Окей. Разрушитель. Разрушитель. Грена я все равно не достаю ни до кого. Конечно, все это. Давайте просто перезарядку. Хочется, конечно, лут взять, то есть ниндзя побежать сюда. Взять лутецкий, но это опасно. Так, а снайпер по 40 туда. Давай 40. Я в тебя верю. Попади. 3 раза мы уже стреляли по нему. О, отлично. -1, уже поменьше проблем. Здесь вариант какой? Мы можем опять подавить вот этого парня. Он, скорее всего, опять сядет. Давайте мы перезарядимся. Ниндзю мы пока оставляем. Тут я нажму овер. 17. Блин, вот как меня этот тип. Как же хочется взять лут. Но это так опасно. Видите фланг? То есть раз я даю ему фланг, то и он мне даст фланг и покоцает моего ниндзя. Но мы столько лута теряем. Просто капец. А, ну хотя вот здесь есть лут. Ладно, давайте не будем жадничать. 54, а почему так мало? То есть что у нас, косой ниндзя? 64. 54, смотрите, какой маленький шанс попадания. Почему он такой? Оборона. Ничего себе. Может быть, это ошибка какая-то? Может быть, он когда подбежит, не будет эта оборона учитываться? Ну-ка, давайте глянем. Да, это был... Это из-за того, что мы смотрели оттуда, так было. Но он все равно промазал даже при 80. Печаль, конечно, полная. Давайте давим. Побеги, парень. Подавление не сработало. Мимо, окей. А здесь что? Он побежал. Убейте кто-нибудь его. Прекрасно. Хотя бы так. Хотя бы так. Ну, этого можно зарезать. Да, это последний, получается, человек на карте. Ну, господи, какой-то ты вообще неудачный ниндзя. Ниндзя-неудачник. Добиваем. Окей, да, такое себе, конечно, не самый у нас тут удачный старт был. Много я косяков сделал, но благо хоть какой-то лут мы взяли. Сейчас еще поднимем трупов.
И миссия можно считать пройдена. Все, что нам нужно, это просто подобрать предметы и убежать отсюда. Этим мы займемся. Офицер, смотрите, вот здесь офицер был, да? А здесь сектоид. Нам надо сектоида взять. Сектоида и офицера. Здесь мы давайте кого попало эвакуируем. Раз, два, три, четыре. Людей много. Все, в общем, займутся лутом, а ты пойдешь за трупами исключительно. Так, ты сюда. Ты пойдешь туда. Ты пойдешь вот за этим дальним, похоже. Снайпер. Снайпер вот сюда. Еще у нас есть разрушитель. Да, снайпера зря направили. Давай, разрушитель лучше заберет. Ну, успеваем, я думаю, без проблем уйти. Меня больше волнуют ценные трупики дорогие. Сектоид стоит 10 монеток. Он нам нужен. Забираем. А здесь берем. Уходим. Тут тоже берем. Бежим. Тут немножечко нам не хватило. Ну ладно. И здесь нам хватает. Ну, снайпер оказался не востребован. Господи, еще бежать так далеко. Самое главное, нет ранений. Все, я уже счастлив. Вот здесь мы всех увидим. Да, мы потеряли лут. 2 лута. Ну, может быть, там была какая-нибудь фигня. Какие-нибудь настройки спуска дешевые. Зато мы точно не получили ранений. Я, наверное, много раз уже сказал, да, что мы не получили ранений. Что-то очень я переживаю за это. Потому что если мы получаем ранений в какой-нибудь из миссий, штуки 3, я думаю, еще ранений, это сделает очень сложным прохождение этого трая. И так, как видите, все не самым лучшим образом складывается. Я о чем думаю, то и говорю. Ну, здесь просто эвакуируемся. И миссия успешная. Ура, первая успешная миссия. Да, кстати, бежать пытаемся всегда на полную, если у нас есть такая возможность. То есть у нас ничто не угрожает, мы пытаемся бежать всегда на полную, потому что наши солдаты при таких рывках на полную, они могут получить бонус к мобильности. Шанс этого очень-очень низкий, но он есть. То есть, видите, я всегда пытаюсь бежать на полную. Там порядка, не знаю, 1% или даже 0,5% есть шанс, что за такой вот полный ход боец получит мобильность. Так, ну хорошо, безупречно. Все солдаты получили волю. Мы получили 2 очка в общий пул XCOM из-за того, что безупречно прошли. Хотя я бы, честно говоря, не назвал это безупречным, учитывая, как я фейлю. Так, прилетели. Усталости. Да, воля вообще не пострадала. Здесь мы что можем? Мы сразу можем повысить разрушителя. Мы помним, что это был очень косой разрушитель, меткость 60, то есть ракетами он будет не очень попадать. И у него неплохая мобильность, и я его задумывал сделать как огнеметного разрушителя. Давайте глянем, что внизу. Это не ерунда. Вот гренки как раз хорошо, то есть он будет часто у нас сближаться, и гренки ему могут пригодиться. Это вряд ли.
Скрытность может быть, но вряд ли. Вот это очень сильно вот под этот навык как раз. Возможно, мы... У него средний, правда, но мы пометим. Может быть, мы даже позаримся на XCOM, чтобы потом где-нибудь в лейте вбегать в толпу и делать вот это дело. Мне нравится. И вот такой вот перк, он дает... Срабатывает только на направленные атаки, включается рапин. То есть что это такое? Первый раз за миссию, когда в него кто-то будет стрелять, вот этот кто-то всегда промажет. Неважно какие шансы, он всегда получит промах. Очень прикольный навык, особенно для разрушителя, который будет у нас сближаться с врагом. В общем, да, мне нравится идея делать огнемет. Поэтому, в принципе, все тупо берем на огнемет. Вот здесь, возможно, мы еще подумаем. Все на огнемет. И здесь я тоже бы взял огнемет. И, кстати, тут такой момент насчет вот этого навыка. В ЛВ это был очень бесполезный навык. Все всегда брали ракеты. Я попытался сделать все-таки альтернативу ракетам. Я дал этому навыку вероятность поджога. То есть в ЛВ он никогда практически не поджигал, а у меня вот этот навык может поджигать. Это более далекий огнемет по тонкой линии, которым, то есть обычным мы иногда можем не достать огнеметом, а вот им достать гораздо легче кого-нибудь. И мало того, что враг бежит, так он еще и подожжется. И это, в принципе, уже такой, знаете, нормальный такой навык. Я вот даже его возьму. Да, и как уже говорил, меткость у него плохая с ракетами. То есть с ракетами все будет плохо, поэтому я даже и не парюсь. Ниндзя. Это у нас очень точный ниндзя, который очень плохо себя показал. Ну как так? Ты же точный парень. Почему-то мазал. Давайте смотрим, что у нас тут. Не очень. Наводка. Наводка. То есть метки, да, ты любишь метки? Ну ладно. Хотя вот смотрите, есть наводка, есть метка. И ты точный. Интересная схема такая вырисовывается. Низкий, правда, да? И есть еще очень классный навык ассасин. Если этот боец стоит в таком, ну, издалека, знаете, он стреляет, стоит за хорошим укрытием, стреляет издалека, и если он кого-то убьет своим выстрелом, он войдет в маскировку. То есть, если его никто там с флангов не палит, а он стоит за надежным укрытием где-нибудь далеко от врагов и при этом кого-то убивает, он войдет в маскировку. Вот, и учитывая вот это вот все, то есть его большую меткость, наводку, возможность прицел вешать, и потом у него будет двойной выстрел, то есть первым он повешает метку, со вторым очень точно попадет, он с высоким шансом будет убивать людей. Давайте мы, наверное, попробуем реально из него сделать такого флангующего, с высокой меткостью флангующего такого парня, который у нас будет реально стрелять, ниндзя-стрелок. Интересный билд. Для этого ему понадобится палач, инстинкты охотника. Здесь варианты есть, конечно. Нам и легкий шаг может пригодиться, чтобы фланговать, и бей-беги может пригодиться, чтобы сделать выстрел, отойти. Я еще подумаю здесь. Тут нам, вероятно, пригодилась бы точность дополнительная точность, дополнительная защита. Здесь я тоже подумаю. Ну, а здесь я думать не буду, я возьму малозаметный, чтобы мы вообще не парились по поводу укрытий, просто с любых укрытий могли фланговать. Да, такой интересный ниндзя-стрелок. Попробуем, как оно будет. Снайперша. Снайперша очень меткая, хорошо. Ну, давайте отталкиваться от навыков. Что у нас есть тут? Проще делать криты. Это нам все не нужно. Пронзающий. Неплохой навык для снайпера, который сближается с врагом. То есть не стоит где-то за полкарты, а вот через вот эту штуку сближается. Можно подумать. О, посмотрите, у нас есть дым и есть баф на дым. Такой намек, да? Казнь, смертоносность. Угу. Ну, такого явного ничего не вырисовывается, на самом деле. Можно в любую сторону пойти. Quiet. Может быть, вот так реально пойти. То есть метка, метка. У него воля, кстати, смотрите, хорошая. Может быть, ты вообще офицером будешь? Офицер-снайпер, меточник. У тебя уже есть тут меточка, есть воля. Давайте реально сделаем офицера-меточника из нее. То есть мы возьмем метку, метку, метку,
Метку. Навыки на метки. Ну, а здесь подумаем, там уже по ходу, да? Такой снайпер-меточник. Окей, меня устраивает. Этих ребят повышаем в другом месте. 80 материалов, прекрасно, на старте хорошо. Еще ядро дали, тоже классно. 2 трупа. Я офицера забыл, да, забрать? Ну, видите, Васян. Ошибка на ошибке. Я же хотел забрать ниндзя-офицера и что-то вот забыл, заговорился. Блин, ну ладно. Офицер это 10 материалов еще было бы. Так, глядим. 3 человека. Я хочу рейнджера уже теперь очень. Хочешь рейнджером быть? Нет, вы что такое? Мне вообще не дают рейнджеров, смотрите-ка. Ну, хоть снайпера из тебя сделаем. Маленькая мобильность, хорошая точность. Это, походу, снайпер. Перевинтовку. Так, а Каустик? Ты захочешь быть рейнджером? Да. Хоть один рейнджер, правда, медленный, но волевой. Так много воли. Спец. Нет, спецы у нас есть. Ну, давайте рейнджером все-таки сделаем хоть одного. Тут совсем без рейнджеров. Я думаю, тяжко будет. И 63. Мобильный. Бритый Стэтхэм. Правда, воли вообще кот наплакал. Кто ты? Тоже рейнджера, да, можно сделать. Ну, воли. Хотя рейнджеру воля и не нужна. Но он такой мобильный. Ниндзя, пулеметчик, спец. Но остальное вообще как-то мимо кассы. Да, я, наверное, еще одного рейнджера возьму. И, возможно, это будет у нас такой квазовый рейнджер. Посмотрим по навыкам. Что у нас там выпадет. То есть меткость, конечно, не перфект, но зато неплохая мобильность. Возможно, мы им будем тоже фланговать. Подумаем. Итак, распределили, 2 миссии выполнили. Первая наша успешная миссия. Всем спасибо за просмотр. Встретимся в следующей серии. Пока.